Друзья, всем привет! Как вы знаете, решил я быстро прокачать аккаунт с 0 до 4000 кубков, и оказалось, что это сделать гораздо проще и быстрее, чем снять потом видео об этом. Итак, друзья, первый мой совет: при создании нового аккаунта третьим сундуком деревянным на третью тренировку выпадает эпическая карта. Вот в таком вот сундуке в деревянном, видите, одна эпическая карта, и тут нам важно что сделать: поймать принца в этом сундуке. То есть, смотрите, первый раз я создал аккаунт, и мне выпала из этого сундука армия скелетов. Меня это не устраивает, так как принц — это самая лучшая эпическая карта в самом начале игры, я считаю. Поэтому я создал новый аккаунт и снова дошел до этой третьей тренировки. Это буквально 5-7 минут на это надо потратить. Но при этом вы получаете нужную вам карту. Очень сильную карту принц. Теперь можно приступать к прокачке, приступать к игре самой непосредственно. То есть вкачиваем все карты, не жалеем золота. С самого начала игры это очень дешево стоит. И это золото вы заработаете буквально моментально из ближайших сундуков. Все это окупится. Поэтому все улучшаем на максимум, все возможное. И вот к началу игры я подхожу с вот такой прокачкой, с вот такой колоды. У меня сейчас 0 кубков, зато уже второй уровень башни короля. И, конечно же, не буду я показывать вам все игры, не буду даже показывать все переходные игры из лиги в лигу. В этом видосе я покажу только 4 игры за 1000, 2, 3 и 4000 кубков соответственно. Основной упор будет на видоизменение колоды, на то, как я ее прокачивал. После первой же игры мне выпал сундук в подарок огня, который можно открыть моментально. Там мне выпали миньоны. Миньонов я вкачал на 3 уровень. Также на 50 кубках я выбрал гоблинов-копейщиков и добавил их в свою колоду, так как мне была нужна мелочевка против принцев моих противников. Также мне на 250 кубков предоставился выбор: либо гоблинская бочка, либо охотник. Конечно же, я взял гоблинскую бочку, заменил ей рыцаря, и вот уже моя колода выглядит грозной силой. Также я начал прокачку нового аккаунта в эпическое воскресенье, и мне предоставилась возможность открыть одну эпическую карту. Я ее открыл, и это оказался принц. Также я закупил гиганта в магазине. Принца, соответственно, сразу же улучшил, стал он 7 уровня. И на 350 кубков открыл я подрывника, бомбера и заменил им фаербол, так как на этих кубках фаербол особо нет смысла использовать. Он слабый, никого не убивает. Также на 400 кубков из золотого сундука мне выпали стрелы, я улучшил их на 3 уровень. На 450 кубков я выбрал валькирию и улучшил ее до 5 уровня и сразу поставил в колоду вместо гиганта. На 550 кубков мне предоставилась возможность открыть ведьму, и я воспользовался этой возможностью, взял ее в свою колоду вместо мушкетера. На 850 кубков я взял бочку варваров и забыл совсем про нее. Из-за наград за 950 кубков из сундука огромного мне выпала еще валькирия, выпал дракончик и выпал подрывник. Соответственно, все нужные мне карты, все их я улучшил сразу же моментально. Как вы понимаете, друзья, на этом уровне игры, на этих кубках решает прокачка. Вообще до 4000 кубков и вообще в Clash Royale везде решает прокачка. Поэтому лучше всего играть максимальными уровнями карт. Вы создаете сбалансированную колоду, да, по возможности, чтобы там были карты, убивающие танков, карты против мелочевки, стрелы там или разряд позже откроется, и карты, которые наносят урон по области в самом начале игры, конечно, достаточно сильные. Ну и противовоздушные карты также не забываем. Ну и под конец этого видео я расскажу самый главный секрет быстрой прокачки, поэтому обязательно досмотрите до конца. Ну а к решающей игре за 1000 кубков я подхожу с вот такой колодой. В общем-то, у меня прокачка неимоверно сильная для этих кубков. Обратите внимание, все мне нападало из сундуков, из бесплатных предложений вот этих воскресных, и все карты как бы они прям тащут на этих кубках с такой прокачкой. 6-7 уровни, 7 принц у меня уже, это, конечно, мне повезло. Ну, короче, проигрывать я здесь не должен был, ну, просто никак. Противник совершил атаку и сразу же платился за это жестокой контратакой с бочкой гоблинов. Бочка гоблинов очень сильна на этих кубках, ни у кого нет бревна, конечно же, ни у кого еще нет бочки варваров, и мало кто берет в колоду стрелы, а стрелы, кстати, на этих кубках, они прям необходимы, потому как это самое полезное заклинание на этих кубках. Ими можно убивать армию скелетов и гоблинские бочки, а они очень распространены на этих кубках, потому что других эпиков на этих кубках не падает. Ну и, друзья, при создании аккаунта в первые 3 часа с учетом ускорения открытия сундуков при переходе на новую лигу вам нужно будет набрать как минимум 1000 кубков. То есть создаете аккаунт, будьте готовы, то что вам нужно будет сразу же моментально быстро его пушить до 1000 кубков. Зачем это нужно, я объясню чуть позже. При этом ни в коем случае не используйте гемы для ускоренного открытия сундуков, то есть для мгновенного открывания сундуков. То есть за время, когда вам выпадает первые 5 сундуков и пока не выпал 6-й сундук, вам нужно максимально быстро прокачаться. Чем выше вы сумеете прокачаться, тем лучше. Ну а игра за 1000 кубков оканчивается моей победой.
И на 1050 кубков мне открывается возможность открыть разряд или арту миньонов. Я, конечно же, открываю разряд, это топовая карта для этих кубков. Также я вспоминаю о том, что у меня завалялась бочка варваров и добавляю ее в свою колоду вместо копейщиков. На 1400 кубков открывается нам магический сундук. Смотрим, что мне выпадает из магического сундука. Пока все очень грустно, печально, все мне не в кассу. И, наконец-то, выпадает нужная карта, гоблинская бочка. Гоблинскую бочку мы, конечно же, сразу же улучшаем до максимально возможного уровня. Это 7 уровень. Нужна еще одна гоблинская бочка и будет 8 уровень. Но, к сожалению, пока ее нет. И вот обратите внимание, 6-м сундуком мне выпадает мега сундук с молнией. То есть, представляете, если бы он мне выпал на первой арене, там бы не было вообще практически никаких наград. А так на 6-й арене это уже очень солидная помощь для нового аккаунта. При этом дохожу я до 1950 кубков и открываю первую легендарку. Первая легендарка у меня принцесса. Это очень круто. Принцесса очень сильна на этих кубках. Конечно же, сразу же я беру ее в колоду. Беру в колоду вместо дракончика. И моя колода просто превращается в машину для убийств на этих кубках. У меня уже есть легендарка. У меня уже стоит мега сундук, ждет своего открытия. Я понимаю, что, блин, так и зачем я покупал пас-рояль, собственно. И приступаю я к игре за 2000 кубков. Но здесь уже просто, даже несмотря на то, что у моего противника 8 уровень башни, даже несмотря на то, что у него хорошо прокачанные карты, но опыт игры, и плюс у меня тоже как бы супер топовые карты, на мой взгляд, для этих кубков. Мне очень нравится моя колода, я, пожалуй, такой хороший и удачный выпадение карт не помню за всех своих новых аккаунтов, то есть мне здесь прям завезло супер-пупер круто. Такой колодой я не мог проиграть, игра начинается, и принцесса начинает показывать себя во всей красе, закидываю я гоблинскую бочку, ну и, собственно, минус вышка моего противника моментально. Гоблины из бочки на этих кубках очень сильны, и принцесса также наносит очень много урона по левой вышке. Да, она сейчас не умрет, но при этом, как вы понимаете, следующая же гоблинская бочка или следующая же атака, и эта вышка погибает. Также, друзья, если вам выпадает легендарка, то, конечно же, ставьте ее в свою колоду. Она сразу же выпадает 9 уровня, она сразу же сильнее всех остальных карт. При этом многие задают вопрос, какой колодой играть на такой-то арене, на первой, на второй, на третьей, там, на пятой, на 10, на 12 арене. Друзья, ответ прост. Играйте самой прокачанной колодой, самые прокачанные карты, какие есть, вот их используйте, дополняйте до сбалансированности колоды, то есть, как я уже сказал, вам нужна карта, убивающая танк, берете самую прокачанную карту, убивающую танк. Вам нужна карта, 2 карты минимум, которые атакуют по воздуху, берете самые 2 прокачанные карты, которые атакуют по воздуху. Вам нужен урон по области, по земле, берете карту максимально прокачанную с уроном по области. Принцип, я думаю, понятен. Ну и, конечно, подкрепляете это самыми прокачанными заклинаниями. Все, не надо на этих кубках брать метовую колоду, которая у вас очень слабого уровня. Некоторые берут там колоду быстрых ок, например, метовую, а у них там голем ледяной 5 уровня. При этом Валькирия 8 лежит и пылится. Не надо так делать, берите самое прокачанное, тогда вы будете высоко подниматься и получать большие награды. И тогда потихоньку вы можете, параллельно играя самыми прокачанными картами, вкачивать колоду нужную вам колоду до хорошего играбельного уровня. То есть с самого начала играйте тем, что вам максимально навыпадало, используйте все ресурсы, которые дает вам игра. А затем уже, вот только потом вы сможете уже сами выбирать себе колоду, когда сможете набрать максимальное количество, нужное количество необходимых карт. В общем, здесь все понятно. Игра за 2000 кубков заканчивается моей победой. И я решаю, что мне ждать. Открою-ка я мега сундук с молнией. Я хотел проверить, улучшится ли он, если я перейду на 7 арену. Нет, он так и остался сундуком 6 арены, к сожалению. Поэтому открываю я его в надежде, что мне выпадет что-то нужное. Пока одни разочарования. И, наконец-то, гоблинская бочка. Это меня радует. Пека это хорошо, но это тяжеловато. Плюс у меня уже есть принцесса, пека с принцессой не сочетается, и магический лучник. Магический лучник с принцессой также мне не нравится это сочетание, буду ролять что-то другое. И сразу же мне выпадает принцесса, меня это устраивает, не буду ничего больше ролять. 10-я принцесса на этих кубках будет просто жестко тащить. И хочу я принца, мне очень нужен принц, пожалуйста, выпади принц. Нет, не выпадает принц, выпадает бесполезный мне голем. На 2250 кубков я беру темного принца и заменяю им Валькирию, чтобы моя колода была более агрессивной. Также темный принц 7 уровня, в то время как Валькирия у меня была 6 уровня. На 2400 кубков открывается эпический сундук, из него мне выпадает бочка варваров. И самое главное, 13 ведьм, это просто разрыв. Это как бы я сразу могу улучшить свою ведьму, причем существенно. Также улучшаю, конечно же, гоблинскую почку, а ведьму улучшаю сразу до 8 уровня. И это превращает мою деку в еще более имбовую, хотя
хотя, казалось бы, куда уж больше. На 2000 к 950 кубков открывается, вернее, огромный сундук, из него выпадает разряд, и я сразу же улучшаю его до 7 уровня. И сразу приступаем мы к игре за 3000 кубков, это уже поинтересней. Играю я против 9 уровня противника, выставляет она, я не знаю, София, наверное, это она. В общем, у моего противника нет пола, я хочу победить любой ценой. Поэтому выставляет мой противник арбалет, и от арбалета я защищаюсь при помощи темного принца и принцесски. 10-я принцесса, ребят, ну... это нечто. Этим надо попробовать поиграть на этих кубках, и она просто разрывает, уничтожает. Сколько раз было, что противники кидали в нее стрелы, она не умирала. В общем, это просто какая-то машина для убийства, и что тут скрывать, мне очень повезло с картами, которые выпадали мне на этом аккаунте. Но я также не ударил в грязь лицом, об этом расскажу в самом конце видеоролика. И противник мой выставляет сразу же эликсиросборщик, и я иду в атаку с принцем по правой стороне, при этом по левой стороне принцесса очень больно настреливает по вышке моего противника. Ну и так бывает на этих кубках. Видимо, у моего противника, у моей противницы сохнет лак на ногтях, и она не могла вовремя выставить какую-либо из карт. Ну и, кстати, можно заметить, что по ходу у, опять же, моего противника в колоде одни здания. Ну, в общем-то, да, такое случается. Играл я также против колод неоднократно, кстати, 2 или 3 раза с одними заклинаниями, а вот колода с одними зданиями. Ну, такого я, конечно, не рекомендую никому делать. Приходится мне здесь отдать разряд, чтобы спасти свою имбовую принцессу. Ну, здесь в этой игре все понятно. Невозможно выиграть одними зданиями против человека, который, ну, хоть чуть-чуть понимает, что как делает, что как происходит в этой игре. В общем, не надо, ребята, составлять колоды с одними зданиями, с одними заклинаниями. Ну, только для фана, для интереса, когда вы уже там вкачаете основную колоду, можно, конечно, такими колодами поиграть в каких-нибудь испытаниях, опять же, но на успех особо надеяться не стоит. Наступает двойной эликсир, и надо уже сносить моего противника. Уже подзатянулась эта игра, а ролик я хочу, чтобы был коротким, насколько это возможно. И выставляю я ведьму в глубокую позицию, выставляю темного принца по другой стороне, также принцесску, чтобы она потихоньку варваров уничтожала своей дальней атакой. Выставляю также принца, чтобы он получал урон от башни бомбежки, и в этот же момент закидываю гоблинскую бочку. Я думаю, что такой атаки достаточно для того, чтобы наконец-то победить в данной игре. И да, я не ошибаюсь, мои гоблины все еще жестоки на этих кубках, при этом они 8 уровня, конечно, они очень больно бьют. Затем на 3100 кубках выпадает сундук с молнией, и посмотрим, что мы сможем из него получить. Выпадают наконец-то мне разбойники. Разбойники нужны для моей будущей колоды, но я, конечно же, не ставлю разбойников сразу в колоду, так как они будут гораздо слабее всех моих нынешних карт. И я решаю заролять какую-то редкую карту, либо гоблина с дротиками, либо ракету для будущего спелбета. Сразу же роляется ракета, меня устраивает. Ну и хочу принца, или хотя ведьма меня также устроит, так как там не хватает всего 2 карт до 9 уровня. И выпадает мне ведьма. Нормально, все. Эти все карты я забираю, улучшаю ведьму до 9 уровня. Отлично, меня прям это радует. На 3400 кубков выпадает, нам открывается бесплатный магический сундук. И смотрим, что из него нам выпадет. Пока ничего интересного, бочка тоже не интересно, духи не интересно. Гигантский скелет открывается, колдун нам тоже не нужен. Ведьма еще, кстати, неплохо. И легендарка выпадает, ура, легендарочка. Это еще одна принцесса, но, к сожалению, не могу я улучшить. Конечно, лучше было бы бревно, бревну я бы прям радовался как ребенок. Дохожу я до 3950 кубков, и открывается тут легендарный сундук короля. Давайте повыбираем, нам гарантированно выпадет легендарка, надеюсь, это будет бревно. Выбираю я гоблина-дратиста, так как у меня будет спелбейт, как я уже говорил, конечно же, банду гоблинов, опять же, для моей будущей колоды. Здесь мне пофиг, что брать, ну, возьму заморозку, выбор, конечно, не очень. Ну, и возьму печь, так как хрюшки, ну, совсем не в кассу. И вот тут я думаю, взять ли мне ведьму, улучшить до 10 уровня, но нет, я предпочитаю себе улучшить бойцов ближнего боя, поэтому беру темного принца. Ну и очень хочется мне бревно, посмотрим, выпадет ли оно. И нет уж, придется закатывать губу. Выпал мне громовержец, так как адскую гончую вообще мне некуда, конечно, ставить. И сразу же ставлю я громовержца, место подрывника 6 уровня, и все. И моя колода, как бы я не могу такой колоды уже по ходу проиграть никак. Беру я темного принца, улучшаю его до 9 уровня сразу же. Ну и все, пойдем в решающую игру за 4000 кубков. И против меня попадается противник 7 уровня. Я сразу думаю, нифига себе, видимо, парень неплохо играет.
Закидываю сразу бочку на левую сторону после того, как вижу, что противник выставил своего голема по правой стороне. Голем у него, кстати, 9 уровня, понятно примерно, как он тащит. И выставляю я принцесску свою 10 уровня, она убивает армию скелетов. И ведьму ставлю против голема, также готов защищать группу поддержки моего противника, то есть убиваю мага его при помощи своего принца. Также принц сейчас поможет в защите от голема. И скидываю я бочку варваров, хотя, кстати, принцесса сама бы убила своим выстрелом всех этих гоблинов. И перехожу сразу же в контратаку. Думаю, что мой противник не сможет защититься от этой жесткой атаки. В итоге принц втыкается в вышку. По левой стороне также настреливает моя принцесса. И на правой вышке моего противника остается чуть больше 200 единиц здоровья. Выставляет он армию скелетов против принцессы, и я промахиваюсь разрядом, к сожалению, даю его не идеально, в итоге двое скелетиков выживают, но посмотрите, как много урона от скелетов получила принцесса 10 уровня и все равно оставалась жива. Дракончик моего противника не успевает справиться с моим 9 уровня темным принцем. Летит на мою вышку бочка с гоблинами, защищаюсь я от нее громовержцем, при этом получаю урон от дракончика по моей вышке. Ну ничего страшного, выставляю агрессивно принцессу на левую сторону и закидываю сразу гоблинскую бочку. Темным принцем защищаюсь от валькирии. В общем, ну вы видите, ну что комментировать, у меня гораздо сильнее прокачка, чем у моего противника. При этом, ребята, этому аккаунту на момент игры вот этой решающей было чуть больше 6 часов. Знаете, почему так произошло? Я вам расскажу. Потому что я с самого начала максимально сильно запушил свои кубки и максимальные награды получал из всех сундуков. То есть, чем дольше вы находитесь на первых аренах, тем медленнее вы будете качаться. Вот такой вот интересный факт от капитана очевидности. Ну и пытается мой противник что-то сделать, как-то уничтожить мою правую вышку. Но у меня есть бочка варваров, я и защищаюсь от гоблинской бочки, сам перехожу в атаку по левой стороне, готовлю разряд, понимая, что у противника есть армия скелетов, но решил попробовать прикрыть свою принцессу, не успел ее спасти, в итоге и разряд не отдал. Ну ничего страшного, вышка умерла моего противника, и это главное. Скидываю громовержца на голову ведьме, защищаюсь от гоблинской бочки моего противника разрядом, ну и все, можно добивать. Добиваю я вышку при помощи гоблинской бочки и двух принцев. Объективно у меня сильнее прокачка и больше опыта игры, поэтому противнику, конечно, мало было шансов выиграть. Итак, друзья, подводим итоги. На то, чтобы взять 4000 кубков с нуля, у меня ушло 137 игр. Из них 136 побед, 102 победы с 3 коронками. То есть я один раз единственный проиграл противнику 11 уровня с 10 картами. Вы можете посмотреть все это в журнале боев слева. Ну и кто-то скажет, да с пас-роялем каждый сможет. Давайте зайдем посмотрим. Я открыл в итоге один единственный сундук и сделал это по случайности, так как хотел вам показать, почему не стоит открывать на ранних кубках сундуки из пас-рояля. Кстати, обратите внимание, в конце эпический сундук. Он станет легендарным по достижению 8 уровня. Во всяком случае, мне так сказали в техподдержке. Вот почему я не стал открывать сундуки. Посмотрите, на нулевых кубках 2 всего лишь редкие карты из каждого сундука выпадают. Давайте сравним с наградами на 11 арене. Тут уже из каждого сундука выпадает по 11 редких карт, это на 9 редких карт из каждого сундука больше золота, так что пас-рояль я, считайте, не использовал. Также, ребят, посмотрите, на второй арене сколько награды из магического сундука. Магический сундук выпадает стабильно всегда 7-8 сундуком с самого начала игры. И посмотрите, сколько наград на тех же 1000 кубков, которые я рекомендую в первую очередь брать в самом начале игры. Вы в 2 раза больше эпических карт получите, соответственно, вам будет гораздо проще играть. Я же открыл этот сундук на 2000 кубков, и здесь я уже получил в награду целых 5 эпических карт, ну и соответственно больше золота, больше редких карт, всего больше обычных карт. Ну и это и сыграло всю решающую роль. С самого начала я поднапрягся и заработал максимальные награды из всех возможных сундуков. Этот сундук я не открывал по ходу видео, так как он никак не повлиял на мою колоду. Давайте откроем его под конец видео. Здесь у меня, как вы видите, ничего не выпало нужного для моей колоды, чтобы я мог что-то улучшить. Для моей будущей колоды, да, выпал гоблин-дратист, ну а так ничего полезного. Хотя, если бы мне не выпал мега-сундук с молнией, то этот сундук был бы прям спасительным. Кстати, мега-сундук с молнией мне выпал первый раз за все вообще аккаунты. Я был очень удивлен, когда я увидел, не знаю, с чем это связано. Либо я очень высоко успел подняться за это время, либо это из-за того, что я купил пас-рояль. Честно, друзья, не знаю. В общем, если вам зашел такой формат видео, обязательно пишите в комментариях, и, возможно, я продолжу. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч. Всем пока!